Всем привет! Меня зовут Александра Гукасян, и я сооснователь и руководитель учебного центра Sunlook. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, какие инструменты и материалы потребуются вам в работе, если вы решили обучиться на наращивании ресниц и стать мастером. Не секрет, что на рынке существует большое количество различных материалов, и чтобы вы во всем этом могли разобраться, чтобы не потратить огромную кучу денег, я хочу рассказать вам, что вам нужно приобрести в самую первую очередь, без чего вы прям не сможете сделать наращивание. Чем можно повременить и приобрести это тогда, когда у вас уже заработались какие-то первые деньги в наращивании ресниц, и на чем можно сэкономить и вообще не покупать. Смотрите видео до конца, и вместе с вами мы рассчитаем стоимость вашего первого стартового набора и узнаем, как иметь все необходимое и при этом не потратить лишнего. Итак, первый блок, то, без чего вы точно не сможете сделать наращивание, все самое необходимое, сколько оно стоит и на какое количество клиентов вам этого хватит. И начнем с инструментов. Для работы вам потребуется два пинцета, прямой и изогнутый. Прямой пинцет нужен для того, чтобы выделить родную ресничку в ресничном ряду, а изогнутый для того, чтобы захватить искусственную ресничку и приклеить ее. Изогнутые пинцеты бывают разные. Возможно, вы видели, что у них у всех разные зубчики. Давайте посмотрим на них и разберемся, какой же пинцет вам подойдет для начала. Топорик, L-тип, S-тип, стандартный Vetus 7SA и другие. Для начала вам будет более чем достаточно всего лишь одного пинцета. Главное, чтобы вам он был удобен и его зубчики хорошо сходились. При покупке пинцета плотно сожмите створки пинцета и посмотрите между ними. Если между створками образуется щель, значит пинцет вам не подходит. Если же они сходятся плотно, значит пинцет хороший. При выборе прямого пинцета обратите внимание на то, чтобы зубчики его были максимально острые. В противном случае выделять им ресницы будет очень сложно. Суммарная стоимость двух пинцетов составит около 1500 рублей. И если вы будете обращаться с ними аккуратно, то они вам прослужат не один год. Второе, без чего нельзя выполнить наращивание, это клей. Они бывают разные, отличаются по скорости кристаллизации. От самых быстрых со сцепкой 0,5 секунд до самых медленных со сцепкой порядка 5 секунд. Для начала я рекомендую выбирать вам клей со средней скоростью кристаллизации 2-3 секунды. Как показывает практика, с ней справляются большинство начинающих мастеров. В среднем клей стоит около 1000 рублей и хватит вам его примерно на 60-70 клиентов. Далее, перед началом процедуры нам нужно обязательно обработать натуральные ресницы обезжиривателем. Он служит для того, чтобы удалить секрецию сальных желез и обеспечить хорошую сцепку между родной ресницей и искусственной. Средняя цена обезжиривателя составляет примерно 500 рублей. Поскольку его расход меньше, чем расход у клея, то хватит вам его примерно на 100 клиентов. Последний препарат, который потребуется вам в работе обязательно, это ремувер, вещество, которое растворяет клей. Они бывают разных типов, но я рекомендую для начала вам выбирать гелевый тип, потому что он позволит вам исправить мелкие ошибки в работе, а в случае необходимости снять ресницы полностью. Ну что ж, с препаратами разобрались, теперь давайте разбираться с ресницами. Их существует огромное количество, и если купить все, то можно потратить очень много денег. Поэтому я расскажу вам, какие ресницы самые ходовые, и вам их хватит для работы. Три основных характеристики ресниц, которые нам нужно знать, это длина, толщина и изгиб. И начнем с длины. Искусственные ресницы бывают различной длины. В работе используются ресницы от 4 до 15 мм. Для того, чтобы выполнить наращивание на одном клиенте, вам потребуется минимум 4 длины. Самые ходовые длины это от 8 до 12 мм. Именно их вам нужно приобрести в первую очередь. Для мелких ресниц в стадии роста и для внутренних внешних уголков используются меньшие длины 4, 5, 6, 7 мм. Но вы можете получить их из ресниц длиной 8 мм. И сейчас я расскажу как. Разрезаем ленту ресниц вдоль, чуть-чуть наискосок. Возвращаем подрезанную ленту на планшет. Лента, подрезанная наискосок, позволяет получить разные длины, более короткие и более длинные. Теперь давайте посмотрим. Берем ресничку не подрезанную, длиной 8 мм. Теперь подрезанную, длиной примерно 6 мм. Теперь возьмем заводскую ресницу длиной 6 мм. Обратите внимание, короткие ресницы между собой практически не отличаются. Небольшая разница может заключаться в изгибе ресницы, но для ресниц длиной менее чем 7 мм, чем меньше изгиб, тем лучше. Второй параметр искусственных ресниц – это толщина. Она бывает от 0,03 мм до 0,3 мм в диаметре, но в работе используется толщина не более 0,15 мм. Самые ходовые ресницы – это 0,1 и 0,07 мм. Имея их, вы сможете выполнить практически любое наращивание. И последний параметр – это изгиб. Изгибы обозначаются буквами, и существует огромное количество различных изгибов, но чтобы выполнить практически любое наращивание, вам будет достаточно всего двух – это C-изгиб и D-изгиб.
Длина, толщина и изгиб искусственных ресниц указывается на упаковке. Итак, для того, чтобы выполнить ваше первое наращивание, вам потребуется ресницы C007 от 8 до 12 мм, ресницы C01 от 8 до 12 мм, D007 от 8 до 12 и D01 от 8 до 12. Итого 20 коробок, чтобы выполнить самое первое наращивание. Но не отчаивайтесь, ведь этого количества ресниц вам хватит минимум на 100 клиентов, потому что в каждой коробочке содержится 16 лент, каждая из которых содержит не менее 200 ресниц. Но по секрету я расскажу вам, как эти 20 коробок заменить всего 4. Вместо отдельных длин можно приобрести одну коробочку, где будут содержаться все длины от 7 до 15 мм. Это отличный способ сэкономить, но нужно понимать, что такого количества ресниц вам хватит всего на 2-3 клиента, потому что основные длины у вас израсходуются очень быстро, а непопулярные длины, слишком большие, слишком маленькие, у вас останутся. Таким образом, новые ресницы придется покупать очень скоро. Средняя стоимость одной палетки ресниц составляет 800 рублей. Итого 16 тысяч рублей на 20 коробок. Но не пугайтесь этой цифры, ведь, как мы помним, нам хватит этих коробочек примерно на 100 клиентов. А это означает, что на одного клиента вы потратите 160 рублей за ресницы, что составляет меньше, чем 10% от стоимости процедуры. И последнее, что вам потребуется в работе, это расходные материалы. Для отделения верхних ресниц от нижних используются специальные патчи. Они бывают коллагеновые и гидрогелевые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Для начала вам будет более чем достаточно каких-нибудь одних. Возможно, вы слышали, что в целях экономии некоторые фиксируют нижние ресницы при помощи бумажного, малярного скотча или пищевой пленки. На самом деле это делать категорически нельзя, и только в тех ситуациях, когда у клиента сильная аллергия на подложки, можно использовать специальный скотч, который предназначен для фиксации века. Основное назначение этого скотча – это фиксировать сползающий патч и подтягивать внутренний и внешний угол века в случае необходимости. Скотч бывает бумажный и пластиковый, вам достаточно всего лишь одного. Из своего опыта я рекомендую использовать вам бумажный. Помимо этого, вам потребуется следующая одноразовая продукция. Медицинская маска, шапочка для клиента, ватные палочки, одноразовая поверхность для клея, антисептик для рук и инструментов, одноразовая простыня и салфетка на подушку. Итого суммарная стоимость стартового набора составит порядка 20 тысяч рублей, и хватит вам его не менее чем на 60 клиентов. А теперь поговорим о том, что также необходимо иметь в работе, но на первых порах можно без этого обойтись. Первое – это ресницы маленьких длин 4, 5, 6 мм. А также это ресницы больших длин 13, 14, 15 мм. Помимо этого, это менее популярные изгибы, такие как B, L, L+, M-изгиб. И также это менее популярные толщины 0,03, 0,05, 0,06 для объемного наращивания. И большие толщины это 0,12, 0,15, которые используются в работе редко. И здесь ваш расход может быть весьма непредсказуемым от 5 до 100 тысяч рублей в зависимости от того, как много ресниц вы хотите приобрести. Помимо этого, ресницы бывают разных цветов, многие клиенты любят коричневые ресницы, а для творчества можно использовать различные вариации ярких цветов. Для полного снятия ресниц вам потребуется кремовый ремувер, который снимает ресницы гораздо эффективнее и безопаснее и комфортнее для клиента, чем гелевый ремувер. В зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, в котором вы работаете, и особенностей натуральных ресниц клиента, клей будет кристаллизоваться по-разному. И поэтому, чтобы вам было легко, комфортно и удобно работать, рекомендуется иметь еще второй клей, у которого скорость кристаллизации будет другой. Помимо этого, бывают ситуации, когда клей сохнет очень долго. И для этого существует специальный препарат, который призван ускорить ваш клей. И он называется либо усилитель клея, либо активатор клея. С его помощью вы можете работать комфортнее и быстрее. Для нанесения препаратов вместо ватных палочек гораздо удобнее пользоваться специальными микробрашами. Это щеточки, которые позволяют более точечно нанести препарат, а также не оставляют ворса. Во время работы для удобства все длины ресниц приклеиваются на специальный планшет. После окончания работы мы реснички не отклеиваем, а убираем планшет в специальный лэшбокс, где ресницы у нас не будут ни мяться, ни пылиться. Во время работы такое иногда бывает, что клиенту начинает щипать глаз во время процедуры. И чтобы скорее избавить его от неприятных ощущений, можно воспользоваться специальным мини-вентилятором. Если у вашего клиента очень чувствительная слизистая, и он чувствует запах испарения клея, то вам поможет специальный антиаллергенный гель или спрей. Это препарат, который впитывает испарение клея и позволяет клиенту более комфортно ощущать себя на процедуре. Всего на материалы из этого блока можно потратить от 10 тысяч рублей. Но, как я уже говорила ранее, эти материалы не обязательно покупать с самого начала. Теперь поговорим о материалах, которые в работе используют далеко не все, а значит, покупка их остается на ваше усмотрение. Это прозрачный клей. Он используется
используется в работе с цветными ресницами, в декорировании. Некоторые мастера любят использовать его, наращивая коричневые ресницы, но в целом все эти потребности можно закрыть, используя и обычный черный клей. Следующее – это закрепитель для ресниц. Многие думают, что закрепитель – это специальное средство, которое позволяет улучшить носку ресниц и влияет каким-то образом на свойства клея. На самом деле это не так. Закрепитель лишь фиксирует ресницы в заданном направлении, как лак для волос. И поэтому, если вы изначально задали хорошо направление ресницам, то закрепитель вам не обязателен. Далее это различные тоники, эмульсии, которые стимулируют рост натуральных ресниц. Обычно мастера любят продавать эти препараты клиентам в целях увеличения суммы среднего чека. И последнее – это различные альтернативные поверхности для клея. Например, существует специальное кольцо, которое мастера надевают на пальчик, выдавливают туда капельку клея и работают. Таким образом можно ускорить работу, но нужно помнить, что клей, который находится в непосредственной близости с клиентом, может вызвать неприятную реакцию на слизистый. Ну и напоследок поговорим о материалах, которые вам точно не понадобятся в работе, а это значит, что не нужно тратить на них лишние деньги. В первую очередь это ресницы очень большой толщины – 0,18, 0,20, 0,25, 0,30. Такие ресницы небезопасны в работе, и если мы будем их наращивать, то мы можем оставить случайно клиента без своих родных ресниц. Помимо этого, это ресницы слишком большой длины – 16, 17, 18 мм и более. Точно так же, как слишком большая толщина, это приведет к тому, что клиент потеряет родные ресницы. Помимо этого, это ресницы в россыпи. Когда-то, когда не было ресниц на лентах, мастера использовали именно эти ресницы. Но сейчас это уже отошло в прошлое, потому что такие ресницы очень неудобно брать, и это существенно увеличивает время процедуры. Что еще нам не потребуется в работе? Это клей-смола. Так же, как и ресницы в россыпи, он уже ушел в прошлое. В нем содержатся компоненты, небезопасные для клиента, а это значит, что использовать его в работе не стоит. Что еще нам не пригодится в работе? Это дебондер. Дебондер – это такой специальный ремувер, который растворяет клей. Но в его составе содержится ацетон, который может поставить химический ожог вашему клиенту, поэтому снимать им ресницы категорически запрещено. Следующая позиция, которая нам не нужна, это нефритовый камень. Раньше он использовался в качестве поверхности для клея. Сейчас мы используем пластиковую одноразовую поверхность. Если наливать клей на пористую структуру, такую как камень, то клей будет кристаллизоваться очень быстро, что приведет к преждевременному осыпанию ресниц у вашего клиента. Ну и последнее, что нам с вами не пригодится, это инструмент, который называется стек-игла. Раньше ее использовали для разделения натуральных ресниц, но сейчас-то мы с вами знаем, что для выделения используется специальный прямой пинцет, который позволяет реснички отодвинуть не в одну сторону, а в две. На все эти бесполезные инструменты и материалы можно потратить не менее 15 тысяч рублей, но теперь вы знаете, что они вам не пригодятся. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Если видео вам было полезно, поставьте нам обязательно лайк. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите наши прошлые обучающие ролики, в которых моя коллега Елена рассказывала об особенностях работы с клеем и показывала техники формирования двойного пучка. С вами была сооснователь и руководитель учебного центра Sunlook Александра Гукасян. Всем до скорой встречи!